Только что отработали грады украинской армии по позициям ополчения и снова по частному сектору. На территории самого аэропорта, как мы видим, горят уже снова склады. Мы выдвигаемся на передовую вместе с группой Абхаза. Погнали. Передвигаться по территории нужно, соблюдая технику безопасности. Состояние в шахматном порядке где-то 5-6 метров от человека. И желательно перебежками, если слышим свист мины, ложимся, прячемся к забору. Двигаемся. Попали снова под минометный обстрел. Судя по всему, горят топливные склады. Передвигаться рядом с ними достаточно опасно, потому что после следующего попадания могут другие баки загореться. Заходим в здание гостиницы. Сейчас это передовые позиции армии ДНР в аэропорту. На подходе к старому терминалу, где основные силы противника сосредоточены. Напомню, там находится большое серьезное бомбоубежище. Там они, я имею в виду украинские военные, в общем, чувствуют себя в относительной безопасности. И главная задача как раз взять штурмом непосредственно на это здание, чтобы выбить украинскую армию из аэропорта. Цель одна – пресечь, если правильно говорить, обстрелы, артобстрелы Донецка из этой зоны. Гостиница на территории аэропорта зачищена полностью, но мелькать в оконных проемах не рекомендуется. Из терминала работают украинские снайперы. По ним ведется регулярный огонь из подствольных гранатометов. Отлично. Хорошо, сейчас запряжал. Хорошо пошел. О, хорошо пошел. А ну! Давай. Поджабынятка, тунух! Стрельба на передовой практически не затихает ни на минуту. Сюда боеприпасы, именно с ними мы и прошли до передовой. Ведут регулярные мотороловцы обстрел старого терминала аэропорта. Вот ответный удар полетел, похоже, из града. Не надо просто, я там не записываю. Я понял, ты покажи. Ждем разрывы. Где-то далеко отсюда. Украинским солдатам поднять голову и вести ответный огонь из окон, из стрелкового оружия. В общем, сейчас вы все видите в режиме без комментариев. Все и так. Концепцию общественной безопасности, Клопотеки, и тогда вы станете реально сведомыми. Стреляй! Новый терминал! Фоя! Украинская артиллерия тоже, если и замолкает, то ненадолго. Поймать паузу, чтобы переместиться на другие позиции армии ДНР, не удается. Бежим под звуки разрывающихся мин. Здесь минометик, аккуратнее. Это еще одно административное здание в нескольких десятках метрах от терминала. Боец из батальона «Сомали» с позывным «Мацик» показывает нам, откуда накануне украинские военные закидали их гранатами. Есть, бегают они, блин, окоп у них. Оттуда вогами нас
Нас кроют, пытаются. Оттуда же на позиции периодически выезжает украинский танк. В ответ ополченцы ведут огонь из своей тяжелой бронетехники. На передовую приехали полевые командиры Гиви и Моторола, которые руководят операцией по штурму терминала. Сейчас они расскажут, на каких позициях закрепились их бойцы и какие сейчас действия ведутся, каков приблизительный план. Не разглашая всех военных секретов, действительно, что можно сказать? Ну что можно сказать? Все под нашим контролем, аэропорт наш. Осталась часть дебилов, которые бегают по нему и пытаются по нам работать тяжелым. С самого утра сегодня идет артобстрел со стороны Песков, со стороны Авдеевки, засыпают нас градами. Артиллерия. Ваши позиции или частный сектор? И наши позиции, и по частному сектору. Район Пактак 2 раза был обстрелян градами полностью. Моторола, люди из вашего подразделения, бойцы, пытались подойти к терминалу, насколько я знаю. Почему пришлось отступить и как дальше будет вот это наступление продвигаться? Ну, как бы они не отступили, они зашли на первый этаж, закрепились, но было бессмысленно в ночь вести в здании бой. И они немножечко отошли всего лишь на 15 метров. Они находятся на предельном расстоянии сейчас. 15-30 метров и ведут бой постоянно. Битва за воздушную гавань Донецка приближается к финалу, как рассказали нам командиры. Сейчас продолжается завершающая стадия боя. Столкновения идут на расстоянии фактически 50 метров от противника. Мы выезжаем из зоны боевых действий на броне Урале в надежде не попасть под минометный обстрел. Семен Пягов, Павел Чуприна, Life News, Донецк.